На вокзале было людно, и казалось, что каждый спешит к своим делам, не обращая внимания на окружающих. Шумная глазка, заполненная людьми, создавала ощущение беспокойства, где кто-то был занят разговором по телефону, другие активно обсуждали свои планы, некоторые просто сидели, уставившись в свои гаджеты. Но среди всего этого движения выделялся пожилой мужчина в выцветшей шинели, увешанной орденами и медалями. И его внушительная фигура, несмотря на возраст, с большой гордостью придавала ему вид человека, который только что вернулся с парада. Для многих он стал предметом внимания и уважения, люди становились краем глаза. Кто-то с восхищением улыбался и перешептывался с соседями. Внимание к нему проявлялось как уважение к тем, кто когда-то защищал страну, что наполняло воздух особой энергией. Но в этот момент к нему подошли двое молодых полицейских. Их лица были суровыми, а форма натянутой. Это было очевидно, что они надеялись продемонстрировать свою власть. Они переглянулись, и выражения на их лицах выдали явный скепсис, когда их глаза уставились на награды на груди старика. Один из них, с ясной целью продемонстрировать свое превосходство, громко произнес, чтобы все вокруг могли услышать. «Так, дедушка, а откуда у вас столько наград? Это что, для театра?» Старик, словно пробуждаясь от собственных размышлений, открыл рот, чтобы объяснить, что он ветеран, прошедший через огонь и воду ради своей родины. Но он не успел договорить. Полицейские не дали ему закончить свои слова, оглушительно прерывая его. Один из них грубо развернул его, а другой надел наручники, словно они ловили опасного преступника, а не пожилого ветерана. В зале раздались шоки и охи, и некоторые моменты удивления сменились гневом. Люди начали доставать телефоны и снимать происходящее. Пожилой мужчина не сопротивлялся. Он лишь опустил глаза и молчал, охваченным тяжелыми воспоминаниями. В его взгляде не было страха, лишь усталость и понимание того, что некоторые моменты в жизни остаются вне контроля. «Фальшивый ветеран, сам себе медалей нацепил», – продолжал настаивать один из полицейских, словно его слова могли сделать эту ситуацию реальностью. «Сейчас разберемся. И с этим, без всяких сомнений». Не прошло и 20 минут, когда в зал вокзала вошли трое мужчин в форме. Они были настоящими военными в действующей форме с медалями и удостоверениями, подтверждающими их истинный статус. Их лица излучали уверенность, и на них не было ни тени сомнения. Один из них, заметив происходящее, вышел вперед и уверенно обращается к полицейским, который лишь продолжал держать руку на наручниках ветерана. «Снимите с него наручники, немедленно. Это подполковник Алексей Гра...» Полицейские побледнели, и один из них попытался что-то пробормотать в свое оправдание, словно искал слова, которые могли бы спасти ситуацию, но военные даже не стали их слушать. Они лишь выразили глубокое недовольство тем, как обошлись с их собратом по оружию. Новое внимание и поддержка от истинных военных стали важной опорой для ветерана. Им помогли присесть, принесли воды и вызвали врача. Мужчина благороден, он не сказал ни слова, но с благодарностью кивнул всем, кто пришел на помощь, и встал на защиту его достоинства. На следующий день видео с инцидентом быстро разлетелось по социальным сетям, поразив всех существующих пользователей. Общественность ожесточилась, и среди людей вспыхнуло недовольство. Они не могли поверить, что так можно обращаться с человеком, который долго и преданно служил своей стране. Люди начали делиться этим видео, оставляя яркие комментарии, полные гнева и неприязни к действиям полиции. Министр внутренних дел, увидев масштабы возмущения, приказал провести внутреннюю проверку, надеясь хотя бы как-то уменьшить это колоссальное недовольство среди своей аудитории. Проверка длилась недолго. Вскоре оба полицейских были уволены с позором за превышение полномочий, непрофессионализм и неуважение к ветерану. Новость быстро распространилась. Их имена стали нарицательными в местных новостях, и вскоре их поведение попало в списки на обсуждение в разных средствах массовой информации. Решения таких служителей обещали преследовать их долго. Обеспечивая уважение к делу, каждый опытный ветеран с гордостью отреагировал на произошедшее, собравшись вместе и желая отдать должное Алексею Гранту за его стойкость.
Общественное мнение стало тем мощным двигателем, который заставил правительство принять меры. А сам Алексей Грант, подполковник с огромным опытом и заслугами, вскоре получил приглашение на торжественное мероприятие, где от имени государства ему принесли извинения. Он выглядел настолько достойно, что вся его присутствие напоминало о временных сроках, которые он прошел. Уверенно стоя, несмотря на обстоятельства и шум вокруг, он почувствовал, что все то, что он пережил, сейчас имеет смысл. Все обратили внимание на его медали, которые вновь засверкали, символизируя уважение и гордость за долголетнюю службу замыслам его страны. Дорогие друзья, если вам понравилась эта история, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Впереди еще много интересного. С радостью произнесла ведущая, завершив свой рассказ. Это шоу стало настоящей находкой для многих зрителей, и они вдохновились не только угрозой. Ветеран продолжал отправляться на разные события, которые затрагивали его душу, и пока он говорил, в зале не оставалось равнодушных слушателей. Взгляды присутствовавших светились от интереса, это была искренность, с которой они слушали его, сопереживая и осознавая, что каждая медаль на его груди – это не просто атрибут, а знак чести и достоинства. Алексей понимал, что несмотря на грязные силы, которые иногда оказывались перед ним, в мире все еще много людей, готовых поддержать и помочь. Каждый взгляд, улыбка и жест поддержки, который он получал от окружающих, давали ему новые силы. Он вздохнул глубоко, с улыбкой посмотрел в зал и прочел на лицах людей надежду и благодарность. За его спиной стояли товарищи, которые не оставили его в беде, и это вдохновляло. Он был истинным выражением доверия и поддержкой для всех, кто продолжал обращать внимание на детали. Сколько бы времени ни прошло с того момента, когда его арестовали, Алексей продолжал работать над своими проектами в помощь ветеранам. Он находил новые способы привлекать внимание общества к проблемам, с которыми сталкиваются выходцы из военной службы. Он выступал на различных мероприятиях, на которых собирались благотворительные организации, и старался донести до людей важность заботы о тех, кто служил во имя Родины. Постепенно его усилия начинали приносить плоды, и больше людей осознали, какую значимую роль они могут сыграть в укреплении уважения и поддержки. Каждый раз, когда рядом с ним оказывались молодые люди, которые искали вдохновение и мотивацию, он делился их историями и опытом. Он говорил о том, насколько важно помнить о жертвах, которые были принесены на алтарь свободы, и как мало требуется, чтобы родители, соседи и даже чужие люди начали обращать внимание на необходимость заботы и помощи. Он всегда подчеркивал, что настоящая страсть должна начинаться с уважения к тем, кто стоял у руля. Принимая участие в обучении молодежи, он не только создавал здоровое общество, но и сам чувствовал, как его собственное сердце наполняется жизнью. Алексей мог быть гордым не только своими медалями, но и тем, что был способен вдохновлять новое поколение. Он всегда говорил с ними о трудностях, с которыми сталкиваются ветераны, и настоятельно призывал к тому, чтобы общество проявляло поддержку, сочувствие и уважение каждому, кто защищал свою страну. Эта история окончательно закрепила его как настоящего героя не просто с медалями, но с открытым сердцем, готовым помочь и поддержать, даже когда казалось, что все теряется. На каждом событии, где он выступал, Алексей всегда помнил о своих братьях по оружию, которые не могли быть рядом с ними, и это делало его выступления настолько атмосферными. Он рассказывал о своих боевых товарищах, о том, как важно помнить о них и чтить их память. С каждым новым словом, произнесенным в зале, вновь оживлялись воспоминания, звучали истории, сохранившиеся в сердцах людей, которые были готовы воспринять любой урок. История Алексея Гранта стала не только личной, но и символом для всех тех, кто когда-то столкнулся с подобными испытаниями. Заключение оценки происходящего не только в тебе, но и вокруг. Вот что делает героя настоящим. В конце концов, это не просто история о ветеране, а о том, как можно изменить мир вокруг, будучи примером для молодежи. О том, что настоящая сила не в наградах, а в духе, готовом бороться и не сдаваться, несмотря на любые преграды. Весь зал отвечал ему с теплом и поддержкой. Каждый был готов следовать его примеру, в надежде, что однажды смогут сами выполнить свой долг перед страной. В конечном итоге, это был их шанс сделать мир лучше.